Привет, я Марина, и я нарративщик и 3D-художник в игре Deadly Dash. Основными моими задачами на проекте были создание нарратива и написание сценария для живых миров искусственного интеллекта, создание окружения и персонажей для миров счастья и цели и создание всех анимаций и нарративных сцен в игре. Получив от тимлида команды основные столпы нарратива и описание идеи, что ИИ исследует человеческую жизнь в своих мирах, я приступила к разработке нарратива и написанию сценария, в процессе чего родилась идея 3 миров, в каждом из которых исследуется человеческая жизнь, смысл которой заключен в чем-то одном – счастье, процессе и цели. После поиска визуальных референсов и создания арт-концептов миров и персонажей, я приступила к разработке визуального оформления мира счастья и цели. В первую очередь были созданы модели персонажей Алаи и ее брата Сейна, и уже на этом этапе были подчеркнуты их отличительные черты в виде улыбки, чтобы показать, что Алая не всегда счастлива, как ее родственники. Затем были созданы материалы для всей семьи, которые имеют тот же каменный материал, что и мир, в котором она живет, ведь это единственный материал, который ИИ использовал при создании мира счастья. Также были смоделированы и окрашены монахи в мире цели. Они укутаны в практичную и удобную для жизни в пустыне одежду, а для усиления визуального различия в возрасте молодых и старых монахов и акцентирования внимания на короткости их жизней, возрастные черты старого монаха были явно выделены. Во вторую очередь я приступила к созданию локаций мира счастья и цели. При работе над миром счастья мне хотелось передать статичность беззаботного счастья через бежевые оттенки и гладкие материалы, которыми я вдохновлялась от стилистики Экотек. А в песочном мире основной задачей было передать масштабность пустыни, где люди живут поодиночке вдали друг от друга, а единственное масштабное строение здесь – это храм, в котором люди умирают, превращаясь в песок, и появляются на свет. Утвердив имеющиеся локации, я продолжила их доработку и создание дополнительных пространств. Так, улица Мира Счастья была увеличена с добавлением новых домов, растений и мест, в которые семьи беззаботно проводят время. Была создана локация лаборатории, в которой главная героиня создает свои растительные творения. А в мире цели появилось пространство внутри храма, в котором главный герой следит за процессом рождения и смерти жителей. Были также оборудованы бункер флориста и бункер химика, которые заполнены рабочими материалами, накапливающиеся поколениями и создающиеся в процессе выполнения задания. Получив от сокомандников оставшиеся локации, скелеты персонажей и необходимые инструменты в движке, я приступила к сборке нарративных сцен, основными задачами при создании которых были создать короткие, но говорящие анимации и сцены, которые передают ключевые моменты из истории главных героев, и расположить записки и точки пути вируса так, чтобы история линейно выстроилась в полноценную картину. Похожая задача стояла и при создании трейлера. Нужно было емко, четко и говоряще рассказать историю 3 персонажей, поэтому заранее мной был написан сценарий по таймингам, в котором я выделила ключевые моменты из истории героев. А также еще одной задачей было показать красоту персонажей, ведь в игре использовались оптимизированные модели. Поэтому были сделаны необходимые анимации и добавлены кости бровей и губ, чтобы использовать больше портретных планов с меняющимися эмоциями.